Приветствую вас, дорогие друзья! В этом видео будем рисовать замок. И я сразу начну рисовать вот эти вот башни. Я проведу такую линию вниз с небольшим закруглением. Параллельно ей такую же. Вот так она будет идти с небольшим закруглением. Вы повторяете за мной. От листика, от центра листика немножко отступайте в сторону, чтобы у нас башня была справа, слева и справа. На этом уровне примерно я тоже проведу две линии вниз, которые будут обозначать конец башни, ее высоту. В этом замке башни не две, а больше, но центральные две. Так же, как и на предыдущей, мы соединяем внизу. И у наших башен также есть крыша. В форме треугольника. Повторяйте за мной, у вас обязательно все получится. В этом случае круг мы нарисовали обычным способом, не расставляя точки, потому как он маленький. Но точки я расставляю, чтобы мы с вами видели, где у нас проходит линия крыши. И также кружочек наверху шпили. Вот две башни нарисовали. Теперь мы соединим эти башни вот такой вот стеной. Необычной, со специальными выступами. А для чего эти выступы нужны были, вы сможете почитать, найти эту информацию самостоятельно. Я не хочу вам подсказывать, потому как рассчитываю, что вы поинтересуетесь сами. Хотя я знаю, для чего они были сделаны. Но сейчас не об этом. Мы их просто рисуем. Также еще нарисуем крышу. Примерно вот по центру, на уровне немножко выше двух этих башен, мы ставим такую точку и проводим соединяющую линию. А внутри кружочек, обозначающий окно.
Я пока не рисую окон остальных, мы их позже нарисуем. И еще одну башню поуже, вот такую вот, потоньше. И также ей нарисуем крышу. Крыша у этой башни будет такая же, как и у предыдущих. Небольшая шпиля. И наша башня готова. Еще нарисуем такие вот надстройки. С правой стороны и с левой. Это дополнительные помещения нашего замка. Так он выглядит намного интереснее. Ну и пришло время рисовать окна. Основную конструкцию замка мы нарисовали. Теперь нам нужно нарисовать окна и двери. Двери будут вот такие полукруглые. Не полукруглые, а овальные. Дверь будет в башне, овальная, и таким же будет окно. Вот так. Дверь, окно. Дверь. В форме овала. Окно. Здесь круглое окно. На этой башне. А в дополнительных помещениях двери и окна, дверей не будет, а окна также будут в форме овала. Что осталось? Нарисовать центральный вход в наш замок. Он будет в форме овала. Потому как эта дверь главная, ворота целые, мы сделаем им окантовочку. Они будут украшать замок. И еще очень важную деталь. Я нарисую корону. Вот так. Корона над главным входом в замок. Наш замок почти готов. Осталось его немножко приукрасить. Приукрасим его вот такими вот сердечками. Я нарисую несколько в разных местах нашего рисунка. Вы можете рисовать вместе со мной эти сердечки. Можете оставить рисунок
как он был без сердечек. Но я сделаю с сердечками разной формы и величины. Думаю, на этом достаточно сердечек на этом рисунке. Замок выглядит теперь более законченным рисунком. В этом видео вы научились рисовать замок. Я показал, как нарисовать замок. Друзья, если вам понравилось это видео, не пожалейте поставить лайк, написать в комментарии, что вам понравилось это видео. А я пойду готовить для вас новый рисунок. Приходите смотреть. Также вы можете в подсказках посмотреть другие наши работы. Всем пока!